Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот белочки по имени Ниса. Вот с таким вот хвостиком. Рост данной игрушки получается 30 сантиметров. Детальки, ножки, ручки и ушки вязаны по ходу вязания. Пришивной только хвостик. Итак, для вязания данной игрушки я сейчас расскажу, что нам понадобится. Плюшевая пряжа основного цвета. Вторую белочку я тоже буду такого же цвета тепло-оранжевого вязать. Это номер 80316. Нам понадобится 1,5 моточка Гималая Dolphin Baby. Далее нам понадобится плюшевая пряжа белого цвета. Это для узорчиков и для кончика хвостика. Также нам понадобится плюшевая пряжа коричневого цвета для вывязывания узорчиков. Далее нам понадобится не плюшевая пряжа, у меня это полухлопок, немножечко черного цвета, это для вышивания бровей. Можно и коричневым цветом вышить, это на ваше усмотрение уже. Далее, то есть черного цвета это я вышивала брови, коричневого цвета это я вот здесь вот вышивала вот как бы вот эту вот на мордочке полосочку коричневого цвета в цвет носика и делала вот эти вот кисточки. Далее нам понадобится крючок, основной крючок. У меня это крючок номер 5. Вы же подбираете под свой способ вязания крючок, так как это может влиять на размер игрушки. Об этом я подробно говорю в коротком видео. 2 способа вязания крючком, плюшевая пряжа. Обязательно, если не смотрели, посмотрите перед вязанием его. Ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео. Вот. Его нужно обязательно посмотреть, если вы не смотрели, так как потом в конечном итоге игрушка может быть в размере отличаться очень сильно, чуть ли не в 2 раза может быть больше, чем вот моя. Итак, далее нам понадобится вспомогательный крючок. У меня это на этот раз размер 2. Чем меньше крючок, тем лучше. Он такой помощничек. Далее нам понадобятся ножницы, игла для вышивания бровей и полосочки на мордочке. Далее игла подлиннее для утяжки на мордочке. И этой иглой еще хвостик будем пришивать. Далее нам понадобится швейная нить. Ею мы будем делать утяжечку и пришивать хвостик. И также я забыла, нам еще понадобится не плюшевая пряжа белого цвета для вышивания белков на глазах. Далее нам понадобятся глазки на безопасном креплении, блестящие. Также нам понадобятся реснички. Реснички где-то у меня, наверное, длиной сантиметр я отрезала от этих вот ленточных. Далее, на этот раз у меня будут глазки коричневого цвета, так как этого размера, это размер 14. У меня зеленого цвета не осталось, поэтому у меня будут коричневые. Коричневого цвета это размер 14 миллиметров. И носик тоже на безопасном креплении, бархатный, коричневый, размер 18 миллиметров на 13 миллиметров. Так вот, крышечка от него. Далее нам понадобится лента, чтобы завязать бантик на шее, и наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. Начнем наше вязание с вязания ножек. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5,
6 и 7. Далее, начиная со второй петли от крючка в обратную сторону, вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Далее в последнюю петлю вяжем 3 столбика без накида. Первый столбик без накида, в ту же петлю второй столбик без накида и в ту же петлю третий столбик без накида. Теперь идем по второй стороне, вяжем 5 столбиков без накида. Один, 2 и пятый столбик без накида. Далее также в последнюю вот эту вот петелечку, стеночку петли вяжем 3 столбика без накида. 1, далее туда же второй столбик без накида и туда же третий столбик без накида. И нам еще понадобится маркер для отметки рядов. Отмечаем новый ряд. Далее вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 5. Далее вяжем 3 прибавочки подряд, провязываем в одну петлю по 2 столбика без накида. Итак, первая прибавка провязана. Далее вяжем следующую петлю 2 столбика без накида. Это вторая прибавка. И в следующую петлю еще 2 столбика без накида. Это третья прибавка. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 6. Далее вяжем одну прибавку и далее 1 столбик без накида. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд вяжем 20 столбиков без накида за заднюю стеночку каждой петли. Итак, провязали вот этот вот хвостик, зафиксируем за стеночку любой подходящей нам петли. Просто сделаем один узелочек. Вот так, и все. Далее следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 20 столбиков без накида. И вяжем уже, как обычно, за обе стеночки каждой петли. Итак, 2 ряда вяжем без изменения. Провязали, новый ряд отметили. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну убавку. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Далее вяжем 1 столбик без накида. Еще раз вяжем одну убавку. Далее вяжем столбик без накида. 1 убавка. И далее вяжем до конца ряда 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Отмечаем новый ряд. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну убавку. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее 1 убавка. Далее вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем одну убавку и 1 столбик без накида. Отмечаем новый ряд. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3, 1 убавка, 1 столбик без накида. Далее вяжем опять одну убавочку. И до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот этот вот последний 6-й столбик без накида, его слегка распустим, его не довязываем до конца, на нем мы будем менять цвет пряжи. Берем пряжу белого цвета. Довязываем вот этот вот 6-й столбик без накида. И следующий ряд вяжем 12 столбиков без накида уже белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. 12 столбик без накида не довязываем до конца. На нем будем менять цвет пряжи на темно-коричневый. И, кстати, вот этот основной цвет оранжевый не отрезаем. Так, довязали. Далее отметим новый ряд. И следующий ряд тоже вяжем без изменения. 12 столбиков без накида коричневым цветом. Также 12 столбик без накида не довязываем его до конца. На нем мы будем возвращаться к основному цвету. Довязали. Отметим новый ряд. Провяжем 1 столбик без накида и отрежем ненужные ниточки. И вот эти хвостики завязываем между собой на узелочки и прячем вовнутрь вязания. Далее в новом ряду мы 1 столбик без накида уже провязали. Вяжем 2 столбик без накида. Далее будем вязать 7 прибавочек подряд. В каждую петлю провяжем по 2 столбика без накида. Итак,
Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка и седьмая прибавка. До конца ряда вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Отмечаем новый ряд. Далее вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем одну прибавочку, 1 столбик без накида. Далее вторая прибавочка, 1 столбик без накида. Далее третья прибавочка, 1 столбик без накида и четвертая прибавочка. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем одну прибавку и до конца ряда 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. То есть в этом ряду всего мы сделали 5 прибавочек через 1 столбик без накида. И в этом ряду итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Далее отмечаем новый ряд. И следующие 5 рядов вяжем без изменения в каждом ряду по 24 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. Далее наполним наполнителем вот эту вот нижнюю часть ножки. Ее наполняем достаточно плотненько. А вот эту вот верхнюю часть мы уже не будем ее так сильно плотно наполнять. Продолжаем наше вязание. Вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 6. Далее вяжем 6 убавочек подряд. Первая убавка, вторая убавка, шестая убавка. До конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В этом ряду у нас должно получиться 18 петель. Отмечаем новый ряд. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2 и 5 столбик без накида. Далее вяжем 4 убавочки подряд. Первая убавка, вторая убавка,
третья и четвертая. До конца ряда вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Маркер можем снять, он нам уже не понадобится. И наполним наполнителем вот эту вот часть. Наполняем ее не сильно плотно, даже можно сказать совсем не плотно. Наполнили наполнителем. Вот нижняя часть достаточно плотно, а эта верхняя часть не плотненько. Далее складываем наше вязание пополам и провязываем вместе вот этих вот два получившихся ряда. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И последний столбик я буду провязывать своим вспомогательным крючком, чтобы он был более такой аккуратненький. Провязали, протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Хвостик прячем вовнутрь вязания. Итак, одна ножка у нас готова. У меня это будет правая ножка. И руками придаем ей такую вот форму, чтобы вот эта вот часть, вот внутренняя, которая будет прилегать к туловищу, она должна быть плоская. А вот эта вот, которая будет смотреть на наружу, она должна быть выпуклая. То есть руками вот так придаем форму, наполнитель больше толкаем на наружную часть. Вот, и получится вот так. Вот это вот плоская, а это вот выпуклая часть. Вторую ножку, вторую лапку вяжем точно так же. И уже руками придаем форму в обратную сторону. То есть уже у левой ножки будет в эту сторону больше выпуклости, а здесь будет более плоская. Далее свяжем с вами ручки. Берем пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. В следующем ряду вяжем 6 прибавочек. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, отмечаем новый ряд маркером и в следующем ряду вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 11. И в последнюю 12 петлю провязываем прибавочку. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 13. Отмечаем новый ряд
Следующие 3 ряда вяжем без изменения, в каждом ряду по 13 столбиков без накида. Провязали. Вот этот хвостик не забудьте зафиксировать узелочком на любой стеночке, любой подходящей петли. Это для того, чтобы в процессе игры с игрушкой этот хвостик через вот эту дырочку не вылез. Потому что были случаи, что вылазят эти хвостики. Далее продолжаем. Отметили новый ряд и вяжем 2 столбика без накида. 1 убавка. 2 столбика без накида. 1 убавочка. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1 убавка. И вяжем 1 столбик без накида, но его мы не довязываем до конца. На нем мы будем менять цвет пряжи на белый. Довязали столбик без накида. В этом ряду у нас должно получиться 10 петель. Оранжевую пряжу не отрезаем. Продолжаем наше вязание. Сейчас будем вязать белым цветом. Отмечаем новый ряд и вяжем 10 столбиков без накида белым цветом. Последний 10 столбик без накида не довязываем до конца. На нем будем менять цвет пряжи на коричневый. Довязываем столбик 10 белый, отмечаем новый ряд и следующий ряд 10 столбиков без накида, без изменения вяжем коричневым цветом. Десятый столбик без накида не довязываем до конца. На нем мы меняем цвет пряжи, возвращаемся к основному цвету, отмечаем новый ряд, провяжем здесь 1 столбик без накида и лишние ниточки отрежем. И завязываем хвостики между собой на узелочки и прячем вовнутрь вязания. Далее наполним вот эту часть лапки наполнителем. Лапку наполняем средней плотности. Далее следующие 9 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. И наполняем наполнителем по ходу вязания. Где-то 4-5 рядов последних наполнителем не наполняем, для того, чтобы ручка более-менее плотно прилегала к туловищу.
Провязали, наполнили наполнителем. И вот у меня вот эти вот последних 4 ряда наполнителя нету. Вот до этих пор я наполняла. Далее маркер можно снять, он нам не нужен. Складываем наше вязание пополам и провязываем вместе вот эти 2 ряда 4 столбиками без накида. 1, 2, 3. Последний столбик без накида я буду вязать вспомогательным крючком. Здесь в конце у нас осталось 3 петли. Сначала подхватываем вот эти вот 2 петли друг напротив друга, протягиваем сквозь них рабочую ниточку. Далее вот эта вот 1 петля крайняя, заводим крючок сверху, так, выводим, захватываем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли. Провязываем их все вместе. Далее протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Ниточку прячем вовнутрь вязания. Первая ручка у нас готова. Вторую ручку вяжем точно так же. Далее свяжем ушки. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем 1 прибавочку. И в этом ряду у нас должно получиться 6 петель. Следующий ряд, тут нужно вот так вот вывернуть. Следующий ряд вяжем без изменения 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавочка, повторим так еще 2 раза. Итоговое количество петель у нас должно получиться 9. Далее вот этот 9 столбик не довязываем до конца, на нем мы будем менять цвет пряжи на коричневый. Берем плюшевую пряжу коричневого цвета, довязываем недовязанный столбик без накида. И следующий ряд 9 столбиков без накида вяжем без изменения коричневым цветом. Девятый столбик без накида не довязываем до конца,
меняем цвет пряжи на белый. Следующий ряд вяжем также без изменения 9 столбиков без накида белым цветом. Девятый столбик без накида не довязываем до конца. На нем мы возвращаемся к основному цвету. Провяжем один столбик без накида оранжевым цветом и отрежем лишние ниточки. Завязываем их на узелочки и прячем вовнутрь вязания. Далее один столбик без накида оранжевым цветом мы уже провязали. Далее вяжем второй столбик без накида. Далее вяжем одну прибавочку. Далее 2 столбика без накида. Одна прибавка. И еще раз 2 столбика без накида. Одна прибавочка. В этом ряду у нас должно получиться 12 петель. Следующий ряд вяжем без изменения. 12 столбиков без накида. Провязали, и пока приостановим наше вязание, возьмем пряжу не плюшевую, коричневого цвета для кисточек и нарежем ниточки, вот таких вот ниточек длиной 15 сантиметров, 20 штучек. Итак, нарезали 20 полосочек, 20 ниточек длиной 15 сантиметров, складываем их вот так вот пополам, и вот в этой части перевязываем. Перевязываем достаточно хорошо, чтобы эти ниточки не вылазили, чтобы они крепко сидели. Я уже ниточку потеряла. Далее, что мы делаем? Берем вспомогательный крючок и вот здесь вот на кончике ушка находим здесь вот это вот отверстие, и в это отверстие протягиваем вот эту вот часть, протягиваем, вытягиваем ее наружу. Слегка так подтягиваем. Вот так будет достаточно. Все, и разрезаем эти ниточки напополам. И придаем форму. Я как бы вот такой вот пирамидкой или треугольничком, елочкой, можно сказать,
Вот так вот придавала форму. Ну, где-то вот так вот. И теперь возвращаемся к нашему вязанию. Прячем вот эти вот ниточки вовнутрь, чтобы они нам не мешали вязать. И вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее вяжем одну прибавку. Далее вяжем 3 столбика без накида. Вяжем одну прибавку. И еще раз повторим 3 столбика без накида. И одну прибавку. В этом ряду у нас должно получиться 15 петель. Следующий ряд вяжем без изменения. 15 столбиков без накида. И здесь мы провяжем не один ряд без изменения, 15 столбиков без накида, а всего 3. Итак, один ряд мы уже провязали. Вяжем еще 2 ряда без изменения. В каждом ряду по 15 столбиков без накида. Провязали. Далее складываем наше вязание пополам и провязываем вместе 7 столбиками без накида. 2, 3, 4, 5, 6. И последний столбик без накида я провяжу вспомогательным крючком. 7. Протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь вязания. Ну вот, первое ушко у нас готово, второе ушко вяжем точно так же и продолжим наше вязание уже в следующей части. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса по вязанию белочки по имени Ниса. Всем спасибо большое еще раз, всем пока-пока!